Встреча между Зеленским и Путиным. Переговоры в Турции. Трамп выдвинул требования лидерам Украины и России. Американский президент настаивает на срочной личной встрече между главами государств. Зеленский направляется в Турцию и ожидает личного разговора с Путиным. Новый этап в переговорах между Киевом и Москвой. Переговоры в Стамбуле. О чем могут договориться стороны и где именно остановились диалоги еще в 2022 году. Чем завершился саммит в Омане? Оставайтесь с нами. Приветствуем вас. Это Протек, кратко, ясно и по существу о ключевых событиях мира. Если у вас есть мнение, пишите в комментариях и отвечайте на вопросы. Поехали. Зеленский вызывает Путина на прямой разговор. Конечно, без дуэльных намеков. Вместо этого он опубликовал пост в Telegram, где сообщил о намерении провести встречу 1 на 1 15 мая, в четверг, на территории Турции. Также он предлагает начать 30-дневное прекращение боевых действий с 12 мая. Президент Украины Владимир Зеленский. Мы много раз слышали от союзников, что они готовы ужесточить санкции против России, если та откажется от перемирия. Посмотрим, как будет. Мы готовы к переговорам в любом формате. В четверг, 15 мая, я буду в Турции и ожидаю там Путина. Лично. Надеюсь, в этот раз он не станет искать отговорки. Мы готовы обсуждать прекращение войны. Место и дата определены. Трамп поддержал эту инициативу. Остальные мировые лидеры тоже. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сомневается, что Путин приедет в Стамбул. В ответ на пост Зеленского он написал: «Так поступают настоящие лидеры. Они не прячутся. Сомневаюсь, что Москва способна на такую смелость». 12 мая между странами должно было вступить в силу временное перемирие, поддержанное Западом. Напомним, в выходные Киев посетили Макрон, Мерц, Стармер и Туск. Издание «Политика» сообщает, что европейские политики усилили давление на Путина, требуя безоговорочного 30-дневного перемирия. В противном случае грозят новыми санкциями и ростом военной поддержки Киеву. Ответ Кремля последовал оперативно, менее чем за сутки. В ночь на воскресенье Путин объявил о готовности к встрече 15 мая в Стамбуле. Однако о перемирии он не упомянул. Допустил, что перемирие возможно, но после встречи. Такая реакция удивила Литву. Министр иностранных дел Кестутис Будрис считает, что ультиматумы Запада срабатывают. Кестутис Будрис: тот факт, что Путин выступил с заявлением менее чем через сутки после требований Запада, это важный сигнал. Подход работает, и его нужно продолжать. Если до понедельника не наступит тишина, должны немедленно вводиться новые санкции. С жестким заявлением в соцсети X выступил Эммануэль Макрон. По его мнению, переговоры возможны только после немедленного прекращения огня. Он подчеркивает: Россия должна прекратить атаки и доказать готовность к миру. Президент Франции Эммануэль Макрон. В Киеве вместе с Трампом мы выдвинули четкое предложение. Безусловное перемирие на 30 дней. Зеленский согласился без условий. Теперь очередь за Москвой. Пока стреляют, говорить не о чем. Также отреагировал глава МИД Чехии Ян Липавский. Он назвал заявление Путина манипуляцией. Липавский: пока Украина и мир требуют мира, Кремль выбирает эскалацию. Люди из команды Трампа, включая спецпредставителя Кита Келлога, тоже высказались. Он репостнул заявление премьера Новой Зеландии, подчеркнув важность полной остановки огня. Кит Келлог: даже Новая Зеландия все понимает. Как говорит Трамп, хватит убивать. 30 дней тишины, а потом диалог. Другого пути нет. Сам Трамп призвал Украину к прямым переговорам в Стамбуле. Он утверждает, Путин не хочет завершения войны. Дональд Трамп, президент США. Путин избегает соглашения и предлагает лишь встречу. Украина должна пойти на нее. Так мы поймем, есть ли шанс на мир. Если нет, Запад сможет принять меры. Я не уверен, что Украина согласится, пока Путин занят празднованием победы во Второй мировой. Победы невозможны без США. Переговоры должны состояться немедленно. Напомним, реакция Украины на возможную встречу в Стамбуле вызвала бурную дискуссию в обеих странах. Зеленский заявил, что ждет подтверждения о прекращении боев с 12 мая. Если оружие замолчит, можно начать диалог уже до 15 мая. Цитата: «Хорошо, что россияне, возможно, задумались о мире. Первый шаг – это прекращение огня». Этот тон не понравился Москве. МИД России ответил моментально. Мария Захарова заявила, что в Киеве неправильно поняли Путина. Перемирия с 12 мая не будет.
Сначала обсуждение причин конфликта, потом, возможно, перемирие. Мария Захарова, представитель МИД РФ. В Киеве не так истолковали слова президента. Анкара, впрочем, все поняла правильно. Эрдоган подтвердил готовность Турции помочь в организации встречи. Перед заявлением он провел звонки с Макроном и Путиным. Пресс-служба сообщила, президенты Турции и России обсудили отношения и международные темы. Эрдоган выразил удовлетворение готовностью Путина возобновить диалог. Он отметил, что Турция готова принять стороны для продолжения переговоров. Он подчеркнул, момент для мира настал, а прекращение огня создаст атмосферу для продвижения. Теперь мнение простых людей. Анна из Москвы. Хочется мира. Мы – славяне. Мы убиваем друг друга. Это никому не выгодно. Надо перестать стравливать нас. Иван из Москвы. Все решает Владимир Владимирович. Мы не знаем всей картины. Я доверяю ему. Нужно идти вперед. Жители Киева относятся к перемирию с недоверием. Хотя надеются на мир, уступок в обмен на территории не хотят. Ирина Панченко, киевлянка. Это все затягивание времени. Путин просто тянет до четверга, потому что в эти дни закрывают небо над Капустиным Яром. Ждем очередного удара. И США об этом говорили. А теперь к другим событиям. Новый папа Римский Лев XIV выступил с первым обращением. Он призвал остановить войны и напомнил о годовщине окончания Второй мировой. Понтифик выступил за прочный и справедливый мир в Украине, прекращение конфликта в Газе и освобождение всех пленных. Также он отметил перемирие между Индией и Пакистаном. Папа Римский Лев XIV. 80 лет назад завершилась страшная трагедия, Вторая мировая. Погибли 60 миллионов. Сейчас, в это тревожное время, которое папа Франциск назвал Третьей мировой, ведущейся по частям, я призываю, никаких новых войн. Я молюсь за украинский народ. Пусть будет достигнут прочный мир. Пусть освободят всех пленных. Пусть дети вернутся в семьи. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Все главные события недели собраны в плейлисте. Смотрите и будьте в курсе. До новых встреч!